Приветствую вас, дорогие друзья, в пространстве гармонии, света и интуиции. С вами Ева. И сегодня мы посмотрим такую немножко интригующую тему. Почему-то мне вот именно Witching Hour колода, она, знаете, такая мистическая, немножко темная, с какими-то тайнами, секретами внутренними. Мы с вами посмотрим тему, почему вы не можете забыть какого-то мужчину. Вот он, может быть, уже прошло месяц, год, два, у кого-то даже 10-15 лет. Понимаете, но вот этот мужчина, он почему-то даже не месяц-два. То есть какой-то мужчина, интересно. Да, и сразу на торце вышло familiar, то есть вы deep bonds, то есть вы с этим человеком почувствовали, хотя, видите, вы абсолютно разные, но вы с этим человеком почувствовали какое-то единство души, которое, возможно, после этого вы никак не могли почувствовать. Ну, вот мы посмотрим, почему вы его почувствовали. Это для обоих вариантов. Видите, вышла эта карта, что была какая-то связь, она была явно неравна, ничего из этого не получилось, не получится, но вам это что-то, понимаете, вот засело вам в сердце. Давайте посмотрим, почему этот человек не уходит у вас из сердца, вы никак не можете это вырвать, никак не можете как бы закрыть эту тему. Вот, давайте посмотрим, с чем это связано. Вот. У нас сегодня дождь, видите, как раз сегодня такая тема льет, прям вот, видимо, потому что такие чувства, знаете, неоднозначные. Ну, давайте смотреть единички, настраивайтесь, первый, второй вариант, может быть, загадываете двух мужчин. Давайте настроюсь на вас единички. Захотелось так вздохнуть. Вы когда, видимо, думаете об этом человеке, такой у вас тогда тяжелый вздох происходит. Ну, условно, да. Вот. Take the first step. Вот, видите? Но вам показывают, что, понимаете, эта связь, тут, ну, понимаете, вот мне идет, что для кого-то, понимаете, нужно сделать первый шаг, самой себе сделать этот шаг, не ждать, что оно само рассосется, понимаете? Вам нужно сделать этот шаг, чтобы выйти из этого. То есть если этот человек уже, то есть, вы знаете, иногда вот когда какой-то человек не заходит, я вам поделюсь, у меня тоже были такие, я вот работаю с девочками, тоже бывает, что человек какой-то сидит, и проходит годы, и ты этому человеку пишешь, ты уже другая. Ты пишешь этому человеку сообщение, видите? Ты пишешь этому человеку сообщение и думаешь, от него будет тепло, а там, понимаете, нож за спиной. То есть от человека идет совершенно холодная энергия, уже не такая, и ты думаешь, боже, об этом человеке я мечтаю и думаю, как могло быть классно. Вы уже изменились, вы уже стали совершенно другая, понимаете? У вас случился уже полный ресет, вы уже прошли несколько кругов эмоциональной перезагрузки, понимаете, Moon Water, то есть вы уже стали совершенно другая. А вы думаете, что это человек, вот Season of Witch, понимаете, вы уже прошли столько кругов изменений, и мне кажется, понимаете, вот сейчас идет, вот как-то карта пришла, Poison Throne, интересно, это первый раз карта выпадает на этой колоде. Колода у меня еще новая, я пользуюсь ей только, по-моему, третий расклад делаю. Poison Thorn. И некоторые карты даже я еще не видела. Какая хорошая карта, видите? То есть вам кажется, что это чувства такие теплые, а сейчас, если вы ему напишете, я вам очень советую, вот эти карты нам сегодня показывают, что попробуйте написать сообщение или позвонить, связаться с этим человеком, поговорить. Возможно, у вас, вы знаете, как упадет камень с плеч. Заодно просто вы скажете привет, а то, как он вам даже ответит там пару предложений, вы поймете, что это за человек вообще. Вы сразу же закроете для себя эту тему. Поэтому сделайте этот первый шаг. Если вы не можете написать этому человеку, просто внутри подумайте о нем. Может быть, где-то в каких-то соцсетях, понимаете? Но мне показывает, что, видите, вы, когда ему напишете или позвоните, или вы узнаете что-то об этом человеке, то вы поймете, что этот человек уже совершенно не тот, каким вы себе его тогда представляли. Если тогда он был волком, то сейчас этот человек еще более холодный и, возможно, даже в чем-то жестокий. То есть воспользуйтесь своими женскими чарами. Может быть, интуицией вы чувствуете, да, почувствуйте этого человека. Да? Представьте, может быть, именно, понимаете, то есть, может быть, вам обратиться нужно к какому-то человеку, какой-то ведьме, ясновидящей, человеку, который понимает, например, к Еве. Ну, условно говоря, да, ко мне приходят с такими запросами, просматриваем человека, а что у него в жизни, а что сейчас, да, это очень помогает иногда разобраться. Иногда вы живете годами зациклены на этом вопросе, думаете и думаете, но на самом деле все решается иногда просто одним сообщением или звонком. У меня есть такая опция экспресс-консультация, где буквально за 10-15 минут можно решить совершенно любой вопрос. Вот, в голосовых сообщениях у вас это остается всегда на память с собой, поэтому очень рекомендую, многие этим пользуются регулярно из моих старых клиентов. Вот. Ну, понимаете, то есть вам нужно сделать этот ресет однозначно, потому что вас это держит. Этот человек, возможно, даже старые энергии не дают прийти к вам чему-то новому.
Сейчас я вам тут сердечко нарисую, видите? Вот. Прийти чему-то новому, понимаете? Вот. Такой контраст температур. Я нагрела машину, она очень теплая. Снаружи похолодало очень сильно. Идет дождь. Вот. Так. Cause the circle raising vibrations. Ну, видите, вам нужно попросить заручиться чьей-то поддержкой. Возможно, узнать у подружки, может быть, она с ним общается, кто-то из знакомых. То есть вам нужно прояснить ситуацию для себя. Обратитесь к какому-то третьему человеку, возможно, каким-то людям ведущим, да, то есть, возможно, через расклады Таро вы сейчас что-то поймете, и даже через этот расклад вам, как бы, знаете, вот что-то откликнется, потому что еще тогда, почему у вас отношения не получились? Потому что у человека вы видели что-то, что-то вас отталкивало, понимаете? Вот не зря там выходил волк, он мог показаться иногда холодным, отстраненным, он мог вас динамить, как-то не отвечать сообщения, не давать антиплоты, понимаете? Но в каких-то моментах у вас были вот такие вот, понимаете, одинаковые бонс, понимаете? Вот, вот интересно, представляете, вышла карта, которая у нас и на обложке. Давайте ее посмотрим. Secret Trail. Да, то есть, видите, это какой-то вот тайный путь. Я же говорю, что вам, возможно, нужно к кому-то обратиться. Возможно, это расклады. Возможно, к человеку видящему. Или, может быть, даже вот, видите, вот через интернет. То есть у вас зацикленность. Вам кажется, что это, знаете, какое-то что-то было звездное чудо. Но на самом деле эта родственность, которая у вас была, она была на самом деле по травмам. Она была не по любви. Поэтому вы не можете забыть этого человека. То есть вас не сколько сам человек зацепил, сколько родственность, зацепка на каких-то болях и травм. Вот. Иногда, понимаете, нам легче с теми людьми, естественно, общаться, у которых такие же травмы, такие же боли, как у нас. Поэтому у человека было что-то, вот у вас было, поэтому вы до сих пор не можете отпустить. А боль – это самое мощное чувство, понимаете? Witching Herbs. Nourishment. Да, вам, понимаете, вам просто нужно исцелить эту ситуацию. Просто ее нужно исцелить любыми способами, которые вы решите это сделать. Это все делается очень легко, поэтому единички. Это болезненное воспоминание, которое, как нам показывают карты, понимаете, вот надо сжечь эти воспоминания, может быть, какие-то фотографии удалить, перестать пересматривать эти фотографии, возможно, ну вот, в общем, пройти вот эту, видите, трансформацию, да, пройти. Потому что, вот сейчас я вам еще одну карту вытащу, понимаете? Потому что, видите, вот вы, может быть, такой, но на самом деле вы из-за того, что вы в этих отношениях постоянно сливаете свою энергию сюда, вы не можете жить полноценной жизнью, понимаете? И видите, я recognize the power of my words. То есть вам нужно, на самом деле, осознать вашу силу, насколько вы сильная, насколько вы мощная. Но ваша энергия сливается к человеку из прошлого, понимаете? И вы не можете спокойно жить. Вот. Поэтому надо исцелить и идти дальше. Зачем вам нужен в жизни человек, который просто пустое место, которое просто тянет ваши силы и энергию, понимаете? Да. Да, это, понимаете, это просто такой экзамен на то, насколько вы сможете себя оценить, перестать сливать энергию туда, куда не нужно. Да, let it go, let go. Отпустить нужно, понимаете, the spell is cast. То есть решите это, проработайте это уйдет. Так, ну что, единички. Видите, как я вздохнула вначале? Ну, потому что тяжело это дается. Периодически вы это вспоминаете и думаете, ах, какого иногда я мужчину. Ну, может быть, что-то могло получиться, какого мужчину я упустила. Ну, как же так? Потом, да нет, вроде что-то было не так. То есть у вас вот эти вот терзания идут. Да. Понимаете, нужно ретрит, нужно исцелить, нужно пойти к истокам, вспомнить. Но я вижу, что для многих поможет просто написать этому человеку или позвонить и убедиться, что этот человек не вариант. The Blood Trail. Да, ну вот это приблизительно так и будет. То есть вы осознаете, к вам придет это осознание, и вы поймете, что это вообще все была иллюзия, это было все не то. Так, ну что, двоечки, второй вариант. Настраиваюсь теперь на вас. Как-то прям сразу повеселее стало. У единичек тяжелая история в том смысле, что вы так давно это закисли, видимо, давно это варите. У единичек более такая, как будто бы, у двоечек как будто бы более свежая такая история. Так, сейчас посмотрим. Я настраиваюсь на вас. Другие вы. Давайте смотреть. Двоечки. Почему вы
думаете про этого человека. Но мне идут светлые энергии, потому что вам действительно этот человек понравился. То есть вам было классно. Вам было классно, вы наслаждались, и на самом деле вам кажется, что у этого может быть какое-то продолжение. Давайте посмотрим, может быть, продолжение. Forgotten Ghosts Reunion. Ну да, ну вот я чувствую, что, понимаете, у двоечек, может быть, это еще история не закончена, не зря у вас это все воспоминания какие-то, да, может быть, еще точка не поставлена, какое-то еще будет продолжение у этих отношений, что-то вы там почувствуете, что-то вы там узнаете. Ну да, ну будет, понимаете, новый рассвет какой-то. Понимаете, ну будет что-то, какая-то еще новая страница. То есть не зря у вас не забывается. Что-то недоиграно, какие-то встречи не встречены, какие-то слова не сказаны, какие-то, скажем так, ситуации недопрожиты, какие-то эмоции еще не случились. Вот. Видите, темная сейчас такая ночь, потому что сейчас такой момент неопределенности, вы не понимаете. The Witch Hunter Danger. То есть вам кажется, что, ну, как бы, ну, блин, какая-то темная ночь, какое-то затишье, что-то происходит, как-то все это вызывает у вас какую-то тревогу и опасность. Но на самом деле, возможно, это затишье сейчас временное, и я вот думаю, что человек объявится, или ваши отношения каким-то образом чудным восстановятся, да. То есть, ну, видите, вот очень хорошие карты выходят, и я прям чувствую, что, я же говорю, я прям оживилась, то есть нету никакой безнадеги. Вам это сейчас может казаться, кстати, вам это может казаться сейчас какой-то странной ситуацией. Вы тут так думаете, тут так. Вы какие-то версии прокручиваете, понимаете? Да, ну видите, вы скатываетесь вот эти низкие вибрации в страдания. На самом деле ситуация гораздо, понимаете, может быть очень интересная карта. Смотрите, сейчас я вам покажу их так вот вместе, понимаете? Вот, как обычно, как я люблю, до и после. Сейчас вот так вот, видите, можете себе даже заскринить. Видите? То есть вы можете, и у вас, скорее всего, будет с этим мужчиной вот какое-то еще сближение, какой-то еще огонь, какая-то еще страсть, какие-то свидания. То есть будет классно, то есть будет ощущение полной свободы и кайфа, понимаете? Вот, но вы, как бы так сказать, себе уже настолько накрутили, то есть все может быть настолько классно, все может быть настолько свежо, все может так измениться буквально очень быстро, в считанные какие-то дни, понимаете, часы даже, может измениться, но вы себе уже накрутили ситуацию. Однозначно. Поэтому здесь, понимаете, вы не можете его еще забыть, потому что ситуация пока еще, она пока сердечная и теплая. Вот, поэтому ситуацию нужно, скажем так, дать ей развиваться. То, что у вас мужчина в ваших мыслях не в голове, понимаете, вы это воспринимаете как страдание, а вы перестаньте это воспринимать как страдание. Начните это воспринимать как интересные какие-то впечатления, интересный опыт, интересные переживания. Вообще любые чувства, понимаете, они прекрасны. Поэтому перестаньте делать проблему там, где ее нет. Я бы так сказала. Вот двоечки. Что вы там? Ну, что вы там себе проблему придумали? Не надо, не надо, все хорошо, понимаете? Вот, реюнион. То есть будет еще, сейчас может быть темнота, но вот этот свет, он будет, понимаете? Он будет. Да. Yes, yes, понимаете, yes, вот the invitation. Будет приглашение, будет свидание, будет это yes, понимаете? Вот, ну, у двоечек, понимаете, может быть, вы там даже себе думаете, ну, так все так тяжело, наверное, надо его забыть, этого человека, понимаете? Вот. А не нужно, может быть, и забывать. Понимаете, еще пока не пришло время, нам показывают. Еще будут встречи, еще будут какие-то ситуации. Опять выходит эта карта, понимаете? Ну, потому что еще цветок жив, понимаешь, понимаете, а вы колитесь им. Еще ситуация живая, а вы хотите ее уже похоронить и думаете, ну все, там вот он уже провинился, или там не пишет, или еще какие-то ситуации, или как-то вот пауза, может быть, вы на время расстались. Да, вот, то есть, может быть, что-то вас разделяет, какие-то, знаете, такие теневые стороны у каждого вышли в отношениях, может быть, какие-то ссоры, и вам кажется, что вот я не могу его забыть, он у меня там в сердце, а у нас ничего не получается. Карты говорят, из потока нам идет, что все еще, то есть вы еще можете быть как пара, понимаете? You are under the spell, то есть, понимаете, вы еще очарованы, то есть у вас еще все-таки между вами что-то есть. Это не как у единичек. У вас, у двоечек, между вами действительно есть чувство, действительно есть какая-то ситуация недопрожитая, которая еще будет развиваться, поэтому
Поэтому войдите в состояние такое, знаете, вот жрицы, скажем так, как у нас, да, high priestess, да, войдите в состояние жрицы, поймите, что, скажем так, ситуацию управляете вы, если вы хотите, чтобы этот мужчина проявился, еще было продолжение чувств, оно будет, но нам карта показывает, понимаете, у вас это будет, вы не можете выкинуть его из головы, потому что пока этот человек и есть ваша жизнь, понимаете, как бы это ни звучало, понимаете, а вы себе там придумали. Тоже эта карта единичка выходила, но двоечка на другой, значит. А вы себе там придумали уже каких-то проблем, вы сделали из него злодея. Вот. Поэтому все немножечко не так, как вам кажется. Да, да. Да, Secrets. Ну вот там вышло Secrets, да, что на самом деле вы какие-то, знаете, вот себе в душе и держите это в себе. Ну, то есть освободите себя немножко от этих оков. Вы придумали себе больше, чем оно есть на самом деле. Так, ну что, двоечки. Что еще мы скажем, почему он не выходит еще у вас из головы? Ну вот видите, опять все-таки эта ситуация выходит. Я думала, что нет, но она повторяется, видите. Все-таки она что-то здесь еще значит. Сейчас я вам посмотрю, что это значит, эта ситуация. Но на самом деле просто у вас какой-то был конфликт, и вы не можете его отпустить из головы, потому что какая-то обида еще есть. Да, обида есть. Ну, понимаете, вы близкий человек, но вы увидели его, видимо, во время какой-то ссоры, какой-то ситуации чужим. И вас это напрягло, то есть вы как бы оттолкнулись, то есть вас это испугало. Но иногда мы же видим в другом человеке свои собственные травмы, свои собственные боли, поэтому если вас что-то в человеке задело, обидело, да, то есть спросите себя, посмотрите, возможно, это есть в вас, вот, и вам это тоже нужно исцелить в себе. Посмотритесь в этого человека как в зеркало, да, мы встречаем всегда партнеров как отражение самих себя. Да, ну вот видите, я же подтверждение, видите, сердечная боль. Да, мы встречаем, видите, сломанная ведь, мы встречаем людей по травмам. И когда вы с этим разберетесь, то и отношения, они, знаете, как перейдут на новую ветку реальности, на новую ветку событийности. Все пойдет уже совершенно по-другому. Ну что, двоечки, единички, рада была для вас провести сегодняшний расклад. Давайте по традиции сделаем карту заключения для всех. Так, интересно, какая карта вышла. Раз карта. To the Grave Secrets. И вторая карта, да, вот. Понимаете, для единичек, как я и сказала, уберите все секретное, все тайное, сделайте тайное явным, разберитесь в ситуации, проясните ситуацию и снимите этот камень с души, и вам все будет ясно, понимаете? Вот. Это касается и двоечек тоже, да, но в другом смысле. Вот. И вот в эту темную ночь, понимаете, летите на этот огонек, на свет истины, и у вас все прояснится. И эти отношения перестанут вас мучить, вы освободитесь от этого. В первом варианте вы освободитесь от этого человека и сможете смотреть по сторонам, понимаете? А во втором варианте вы просто выведете отношения с этим человеком на новую вообще восприятие, на новую реальность. И это будет очень классно, понимаете? Вот. Вот такие вот дела. Да, последняя карта. Видите, вот эта вот карта выходила, она для всех, понимаете? Вот перестаньте видеть в человеке врага, посмотрите на него реальным взглядом и решите уже такой, какая вы есть сейчас, понимаете? Убирая все фильтры. У кого-то фильтры прошлого, у кого-то фильтры настоящего, которые просто программы поднялись, и они, понимаете, застилают вам глаза, вы не видите реальность, вы ведь смотрите сейчас на мир через призму ваших каких-то блоков, программы, травм. Вот, особенно это касается двоечек. Вот, такой вот у нас интересный сегодня расклад, непростой эмоционально. В общем, разбирайтесь с этой душевной болью, чтобы у вас смогли вырасти новые зеленые веточки, понимаете? Вот эта связь, которая есть, понимаете, она должна стать, скажем так, как бы проработанной, осознанной, чистой. Разберитесь с этим. Heal yourself first. Ну вот лучше не скажешь. Heal yourself first. Сначала исцели себя, и ситуация прояснится. Вот, разберитесь со страхами, обидами, и все получится. С вами была Ева. Я ясновидящая, целитель, мастер рейки. Я делаю и личные расклады, и личные просмотры. Поэтому, если вам резонирует, обращайтесь ко мне в личных сообщениях. Можно просмотреть любого человека, любую ситуацию. И через ваше поле, через ваше подсознание мы можем просмотреть и решить любые ситуации, потому что наше подсознание знает все. То есть наша душа знает все. Поэтому обращайтесь.
если у вас возникли какие-то проблемы. Если вам очень понравилось это видео, если вы хотите меня благодарить, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно пишите в комментариях, что вам срезонировало, какие слова, какой вариант вы выбрали. Я читаю все комментарии. Мне это очень-очень важно и приятно. Благодарю вас. Дарю вам свет и любовь, и пусть в вашей жизни будут настоящие чувства, настоящая любовь, и не тратьте время на то, что ситуация решится сама. Понимаете, как нам не тратьте время на страдания, не тратьте время на то, что все решится само, не драматизируйте. Работайте с ситуацией, и все будет хорошо. Ну а с вами была Ева. Я прощаюсь. До новых встреч.